Глава 2. Права и свободы человека и гражданина. Статья 17, часть 1. В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с настоящей Конституцией. Часть 2. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Часть 3. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц. Статья 18. Права и свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими. Они определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием. Статья 19, часть 1. Все равны перед законом и судом. Часть 2. Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина, независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношений к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности. Часть 3. Мужчина и женщина имеют равные права и свободы и равные возможности для их реализации. Статья 20, часть 1. Каждый имеет право на жизнь. Часть 2. Смертная казнь впредь до ее отмены может устанавливаться федеральным законом в качестве исключительной меры наказания за особо тяжкие преступления против жизни при предоставлении обвиняемому права на рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей. Статья 21, часть 1. Достоинство личности охраняется государством. Ничто не может быть основанием для его умаления. Часть 2. Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию. Никто не может быть без добровольного согласия подвергнут медицинским, научным или иным опытам. Статья 22, часть 1. Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность. Часть 2. Арест, заключение под стражу и содержание под стражей допускается только по судебному решению. До судебного решения лицо не может быть подвергнуто задержанию на срок более 48 часов. Статья 23, часть 1. Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени. Часть 2. Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Ограничение этого права допускается только на основании судебного решения. Статья 24, часть 1. Сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускается. Часть 2. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими им его права и свободы, если иное не предусмотрено законом. Статья 25. Жилище неприкосновенно. Никто не вправе проникать в жилище против воли проживающих в нем лиц, иначе как в случае, установленных федеральным законом или на основании судебного решения. Статья 26, часть 1. Каждый вправе определять и указывать свою национальную принадлежность. Никто не может принужден к определению и указанию своей национальной принадлежности. Часть 2. Каждый имеет право на пользование родным языком, на свободный выбор языка общения,
воспитание, обучение и творчество. Статья 27, часть 1. Каждый, кто законно находится на территории Российской Федерации, имеет право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства. Часть 2. Каждый может свободно выезжать за пределы Российской Федерации. Гражданин Российской Федерации имеет право беспрепятственно возвращаться в Российскую Федерацию. Статья 28. Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними. Статья 29, часть 1. Каждому гарантируется свобода мысли и слова. Часть 2. Не допускается пропаганда или агитация, возбуждающая социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства. Часть 3. Никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них. Часть 4. Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. Перечень сведений, составляющих государственную тайну, определяется федеральным законом. Часть 5. Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается. Статья 30, часть 1. Каждый имеет право на объединение, включая право создавать профессиональные союзы для защиты своих интересов. Свобода деятельности общественных объединений гарантируется. Часть 2. Никто не может быть принужден к вступлению в какое-либо объединение или пребыванию в нем. Статья 31. Граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирования. Статья 32, часть 1. Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в управлении делами государства как непосредственно, так и через своих представителей. Часть 2. Граждане Российской Федерации имеют право избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления, а также участвовать в референдуме. Часть 3. Не имеют права избирать и быть избранными граждане, признанные судом недееспособными, а также содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда. Часть 4. Граждане Российской Федерации имеют равный доступ к государственной службе. Часть 5. Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в подправлении правосудия. Статья 23. Граждане Российской Федерации имеют право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и органы местного самоуправления. Статья 34, часть 1. Каждый имеет право на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной, не запрещающей законом экономической деятельности. Часть 2. Не допускается экономическая деятельность, направленная на монополизацию и недобросовестную конкуренцию. Статья 35, часть 1. Право частной собственности охраняется законом. Часть 2. Каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами. Часть 3. Никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда. Принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может быть произведено только при условии предварительного и равноценного возмещения. Часть 4. Право на наследование гарантируется. Статья 36, часть 1. Граждане и их объединения вправе иметь в частной собственности землю. Часть 2. Владение, пользование и распоряжение землей и другими природными ресурсами
осуществляется их собственниками свободно, если это не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и законных интересов иных лиц. Часть третья. Условия и порядок пользования землей определяются на основе федерального закона. Статья 37, часть 1. Труд свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию. Часть 2. Принудительный труд запрещен. Часть 3. Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой-бы то ни было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, а также право на защиту от безработицы. Часть 4. Признается право на индивидуальные и коллективные трудовые споры с использованием установленных федеральным законом способов их разрешения, включая право на забастовку. Часть 5. Каждый имеет право на отдых. Работающим по трудовому договору гарантируется установленный федеральным законом продолжительность рабочего времени, выходные и праздничные дни, оплачиваемый ежегодный отпуск. Статья 38, часть 1. Материнство и детство. Семья находится под защитой государства. Часть 2. Забота о детях, их воспитание, равное право и обязанность родителей. Часть 3. Трудоспособные дети, достигшие 18 лет, должны заботиться о нетрудоспособных родителях. Статья 39, часть 1. Каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом. Часть 2. Государственные пенсии и социальные пособия устанавливаются законом. Часть 3. Поощряются добровольное социальное страхование, создание дополнительных форм социального обеспечения и благотворительность. Статья 40, часть 1. Каждый имеет право на жилище. Никто не может быть произвольно лишен жилища. Часть 2. Органы государственной власти и органы местного самоуправления поощряют жилищное строительство, создают условия для осуществления права на жилище. Часть 3. Малоимущим, иным указанным в законе гражданам, нуждающимся в жилище, оно предоставляется бесплатно или за доступную плату из государственных, муниципальных и других жилищных фондов в соответствии с установленными законами нормами. Статья 41, часть 1. Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений. Часть 2. В Российской Федерации финансируются федеральные программы охраны и укрепления здоровья населения. Принимаются меры по развитию государственной, муниципальной, частной системы здравоохранения. Поощряется деятельность, способствующая укреплению здоровья человека, развитию физической культуры и спорта, экологическому и санитарно-эпидемиологическому благополучию. Часть 3. Сокрытие должностными лицами фактов и обстоятельств, создающих угрозу для жизни и здоровья людей, влечет за собой ответственность в соответствии с федеральным законом. Статья 42. Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу, экологическим правонарушением. Статья 43, часть 1. Каждый имеет право на образование. Часть 2. Гарантируется общедоступность и бесплатность дошкольного, основного, общего
и среднего профессионального образования в государственных или муниципальных образовательных учреждениях и на предприятиях. Часть 3. Каждый вправе на конкурсной основе бесплатно получить высшее образование в государственном или муниципальном образовательном учреждении и на предприятии. Часть 4. Основное общее образование обязательно. Родители или лица, их заменяющие, обеспечивают получение детьми основного общего образования. Часть 5. Российская Федерация устанавливает федеральные государственные образовательные стандарты, поддерживает различные формы образования и самообразования. Статья 44. Часть 1. Каждому гарантируется свобода литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества, преподавания. Интеллектуальная собственность охраняется законом. Часть 2. Каждый имеет право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям. Часть 3. Каждый обязан заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь памятники истории и культуры. Статья 45, часть 1. Государственная защита прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации гарантируется. Часть 2. Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом. Статья 46, часть 1. Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод. Часть 2. Решения и действия или бездействия органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и должностных лиц могут быть обжалованы в суд. Часть 3. Каждый вправе в соответствии с международными договорами Российской Федерации обращаться в межгосударственные организации по защите прав и свобод человека, если исчерпаны все имеющиеся внутри государственные средства правовой защиты. Статья 47, часть 1. Никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, подсудности которых оно отнесено законом. Часть 2. Обвиняемый в совершении преступления имеет право на рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей в случаях, предусмотренных федеральным законом. Статья 48, часть 1. Каждому гарантируется право на получение квалифицированной юридической помощи в случаях, предусмотренных законом. Юридическая помощь оказывается бесплатно. Часть 2. Каждый задержанный, заключенный под стражу, обвиняемый в совершении преступления имеет право пользоваться помощью адвоката, защитника с момента соответственно задержания, заключения под стражу или предъявления обвинения. Статья 49, часть 1. Каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда. Часть 2. Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. Часть 3. Неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу обвиняемого. Статья 50, часть 1. Никто не может быть повторно осужден за одно и то же преступление. При осуществлении правосудия не допускается использование доказательств, полученных с нарушением федерального закона. Часть 3. Каждый осужденный за преступление имеет право на пересмотр приговора вышестоящим судом в порядке, установленном федеральным законом, а также право просить о помиловании или смягчении наказания. Статья 51, часть 1. Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом. Часть 2. Федеральным законом могут устанавливаться иные случаи освобождения от обязанности давать свидетельские показания. Статья 52.
Права потерпевших от преступлений и злоупотребления властью охраняются законом. Государство обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба. Статья 53. Каждый имеет право на возмещение государством вреда, причиненного незаконным действием или бездействием органов государственной власти или их должностных лиц. Статья 54, часть 1. Закон, устанавливающий или отягчающий ответственность, обратной силы не имеет. Часть 2. Никто не может нести ответственность за деяние, которое в момент его совершения не признавалось правонарушением, если после совершения правонарушения ответственность за него устранена или смягчена, применяется новый закон. Статья 55, часть 1. Перечисление в Конституции Российской Федерации основных прав и свобод не должно толковаться как отрицание или умаление других общепризнанных прав и свобод человека и гражданина. Часть 2. В Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина. Часть 3. Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. Статья 56, часть 1. В условиях чрезвычайного положения для обеспечения безопасности граждан и защиты конституционного строя в соответствии с федеральным конституционным законом могут устанавливаться отдельные ограничения прав и свобод с указанием пределов и срока их действия. Часть 2. Чрезвычайное положение на всей территории Российской Федерации и в ее отдельных местностях может вводиться при наличии обстоятельств и в порядке, установленных федеральным конституционным законом. Часть 3. Не подлежат ограничению права и свободы, предусмотренными статьями 20, 21, 23, часть 1, 24, 28, 34, часть 1, 40, часть 1, 46 по 54 Конституции Российской Федерации. Статья 57. Каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы. Законно устанавливающие новые налоги или ухудшающие положение налогоплательщиков обратной силы не имеют. Статья 58. Каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам. Статья 59, часть 1. Защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации. Часть 2. Гражданин Российской Федерации несет военную службу в соответствии с федеральным законом. Часть 3. Гражданин Российской Федерации в случае, если его убеждениям или вероисповеданию противоречит несение военной службы, а также в иных установленных федеральным законом случаях, имеет право на замену ее альтернативной гражданской службой. Статья 60. Гражданин Российской Федерации может самостоятельно осуществлять в полном объеме свои права и обязанности с 18 лет. Статья 61, часть 1. Гражданин Российской Федерации не может быть выслан за пределы Российской Федерации или выдан другому государству. Часть 2. Статья 62, часть 1. Гражданин Российской Федерации может иметь гражданство иностранного государства, двойное гражданство, в соответствии с федеральным законом или международным договором Российской Федерации. Часть 2. Наличие у гражданина Российской Федерации гражданства иностранного государства не умаляет его прав и свобод, не освобождает от обязанностей, вытекающих из российского гражданства, или иное, не предусмотренное федеральным законом или международным договором Российской Федерации. Часть 3. Иностранные граждане и лица без гражданства пользуются в Российской Федерации правами и несут обязанности наравне с гражданами Российской Федерации, кроме случаев, установленных
федеральным законом или международным договором Российской Федерации. Статья 63, часть 1. Российская Федерация предоставляет политическое убежище иностранным гражданам и лицам без гражданства в соответствии с общепризнанными нормами международного права. Часть 2. В Российской Федерации не допускается выдача другим государствам лиц, преследуемых за политическое убеждение, а также за действия или бездействия, не признаваемые в Российской Федерации преступлением. Выдача лиц, обвиняемых в совершении преступления, а также передача осужденных для отбывания наказания в других государствах осуществляется на основе федерального закона или международного договора Российской Федерации. Статья 64. Положение настоящей главы составляет основу правового статуса личности в Российской Федерации и не могут быть изменены иначе как в порядке, установленном настоящей Конституцией